Нужно просто становиться лучше и не рассчитывать на чьи-то ошибки, потому что всегда нужно рассчитывать только на себя. И если ты проиграл, значит, в определенный момент ты на самом деле был слабее. Жень, привет. Ну, в первую Привет. очередь, с возвращением тебя в Россию. Спасибо. Поздравляю тебя, безусловно, с великолепным выступлением на Олимпиаде. Поздравляю с медалями, которые ты принесла для нашей страны. Прошло какое-то время. Удалось ли отдохнуть, развеяться? Прошел всего один день после нашего возвращения. Сразу же в аэропорту нам подняли настроение наши болельщики, которые встречали нас сразу с флагами. И как-то сразу же такой командный дух поднялся. И, честно, отдохнуть не успела, потому что вчера тоже был очень забитый график. Все-таки возвращаемся, конечно же, к тем событиям, которые разворачивались в Корее на Олимпийских играх. 2 серебряные медали. Положа руку на сердце, вот для тебя лично, это радость от того, что ты завоевала и сразу 2 медали и для себя, и для нашей страны? Или все-таки это горечь от того, что эти 2 медали, и ни одна из них не золотая? Скорее радость, потому что с самого раннего детства Олимпиада была моей мечтой. То есть даже маленькой девочкой я выходила и думала, вот, когда первый раз у меня брали интервью, я помню, там, кем ты хочешь стать, но я не стала говорить. Я никогда такого не говорила. Ну вот, олимпийской чемпионкой, там вот на Олимпиаде покататься. Вот, была просто мечта почувствовать эту Олимпиаду. А тут я вернулась с медалью, да еще и с 2. То есть, да, это радость. Знаешь, не могу не спросить о тех эмоциях, о тех переживаниях, которые происходят в данный момент у тебя. Расскажу, почему. Почему я в какой-то степени понимаю, да, и разочарование тоже, которое происходит сейчас. В моей жизни мы с тобой, собственно, общались на эту тему. У меня случилось поражение, и не одно. На протяжении многих лет, даже если быть точнее, также 2 сезонов безоговорочно выигрывал турниры. Так же, как и ты выигрывала все турниры, на которых ты присутствовала. Затем тот же боковой чемпионат Европы, как и у тебя в этом году, так же и у меня, когда я впервые проиграл своему сопернику, человеку, с которым я тренировался в одной группе. Я был, если русскими словами так выражаться, я был абсолютно разорван. У тебя, наверное, аналогичная ситуация случилась также на чемпионате Европы, когда ты проиграла Алине Загитовой. Сейчас закончилась уже Олимпиада. Можешь хотя бы в 2 словах, я понимаю, что это не очень приятная тема для обсуждения, но для нашего дорогого зрителя очень важно знать и интересно то, что происходит сейчас внутри тебя. Я человек такой, что... да, я поддаюсь эмоциям. У меня бывает такое, но обычно люди этого не видят, и обычно это происходит или когда глубоко ночью, или когда я закроюсь у себя в комнате, но и разбираюсь я у себя внутри тоже, точно так же, закрывшись в комнате одной, в тишине. И я стараюсь не поддаваться этим эмоциям, потому что понимаю, что в моем случае это просто путь в никуда. Из этой Олимпиады и чемпионата Европы я просто постаралась вывести для себя урок. Урок, который, наверное, будет сопровождать меня на протяжении всей моей жизни. И нужно просто становиться лучше и не рассчитывать на чьи-то ошибки, потому что всегда нужно рассчитывать только на себя. И если ты проиграл, значит, в определенный момент ты на самом деле был слабее. Ты тренируешься с Алиной Загитовой в одной группе у Этерии Георгиевны. Я знаю, что во многочисленных интервью, собственно, и со слов Алины, и из твоих слов, мы понимаем, что ты очень даже часто помогаешь ей в каких-то аспектах жизненных. Как складываются ваши отношения внутри группы?
по своей сущности я человек неконфликтный, и у меня где-то в характере заложено, что я чувствую немножко, как обходить острые углы. Я чувствую, что разговор идет к конфликту, и стараюсь его избежать. Поэтому в повседневной жизни мы люди, мы все люди, и мы общаемся. И если я вижу, что человеку на самом деле сложно, и ему нужна помощь, я приду на эту помощь, если я действительно могу чем-то помочь. А спорт я вот на пресс-конференции на Олимпиаде достаточно жестко сказала, но, наверное, это... вот после Олимпиады я могу точно уже об этом сказать, что спорт — это война, в которой нужно биться, грызть зубами. И да, на лед ты выходишь, и все, кто с тобой находится в разминке и в предыдущих и следующих, это твой соперник. И в каком-то смысле ты даже воспринимаешь их как врагов не личных, а как врагов физических, которых нужно выйти и победить. В твоем ответе прозвучала фраза «я обхожу острые углы». Какие-то конфликтные ситуации. А они возникали? Без конфликтных ситуаций не бывает взаимоотношений. Вот такие вот маленькие, мелкие конфликты, как по моему мнению, они, если возникают, если они решаются, то отношения становятся еще крепче. Поэтому к мелким конфликтам я отношусь, ну, не то что положительно, а отношусь нормально и как к должному, потому что без этого никуда. Вы общались с Алиной после произвольной программы личного первенства? Личного первенства. Да, конечно, по-моему, первым делом я подбежала, ее поздравила, потому что человек выиграл Олимпийские игры, и такое, извините, не каждый день случается. И потом в самолете мы летели рядом. Ну, вот, к сожалению, Алина себя плохо чувствовала, у нее была температура, поэтому она проспала весь полет. Поэтому пообщаться так особо не то, что, ну, не хотелось, а просто не получилось, потому что человеку было плохо. Скажи, как ты считаешь, наличие Алины в вашей группе, это способствует твоему прогрессу в фигурном катании? Или, наоборот, создает такую не очень благоприятную атмосферу для работы? Вспоминая Алексея Николаевича Мишина, моего тренера, и то время, когда я вместе тренировался с Женей Плющенко. Это такое мини-соперничество, даже не на соревнованиях, но вот даже на тренировках кто-то что-то сделал, другой это все видит. Мы все же прекрасно видим. Ты хочешь того же, ты стремишься к этому, потом что-то делаешь ты, твой оппонент наблюдает и также развивается. Вот наличие Алины в твоей группе – это некого рода помощь в развитии или все-таки такой сдерживающий фактор именно в плане психологии? Когда у тебя постоянно вот мозолят перед глазами, человек, который ты видишь, что тоже смотрит на тебя и тоже хочет стать сильнее тебя. И это как лестница, на которой друг друга обгоняешь. Да, это подстегивает. Это подстегивает, это заставляет тебя двигаться дальше, но есть такие моменты, когда вот этот вот огонь, который зажигается внутри, в глазах, везде, когда ты понимаешь то, что тебя начинает как-то обгонять, ты хочешь стать сильнее, и ты можешь стать сильнее. Этот огонь иногда нужно уметь тушить, потому что он может пойти тебе в убыток. И самый главный враг спортсмена – это травмы. И очень важно об этом помнить, что безрассудное поведение и безрассудное вложение тех сил, которые ты не способен сейчас вложить, могут привести к необратимым последствиям и действительно к травмам, которые могут тебе помешать идти к результату. Как бы ты этого не хотел. Стрессовый перелом случился у тебя в самом начале сезона. Ты выступала на этапах Гран-при, которые
выиграла, Да. превозмогая боль. До Олимпиады оставалось полгода. Вспоминая сезон 2001-2002, я помню, как у меня на стене висел календарь. И я зачеркивал дни, сколько дней оставалось до Олимпийских игр. Полгода твоей жизни до Олимпиады. Ты понимаешь, что у тебя стрессовый перелом. Ты понимаешь, что нужно пропускать какое-то время. Твои воспоминания вот именно того периода. Ты была полностью уверена, что преодолеешь эту травму и выступишь великолепно на Олимпиаде? Или все-таки были опасения, что у этой травмы может случиться рецидив, и что-то может пойти не так, и поставить крест вообще на присутствие на Олимпиаде? Знаешь, не то, не то. Потому что те 2 месяца, за которые мне пришлось пропустить чемпионат России и чемпионат Европы, внутренне для меня было маленьким адом. Потому что сидеть ровно на диване и смотреть, как другие соревнуются без тебя, понимая, что ты можешь быть сейчас там и бороться за самые высокие места, это было морально очень тяжело. Но я внутри себя понимала, ради чего это все делается, ради чего я сейчас нахожусь не там, а здесь. И я понимала, что я умру, но выйду на Олимпийские игры, потому что это моя мечта. Это та цель, к которой я шла всю свою карьеру. И что бы ни случилось, рецидив, не рецидив, сломанная, не сломанная, какая угодно, я выйду на эту Олимпиаду и откатаюсь на свой максимум, насколько я в данный момент могу, и в зависимости от ситуации. Я очень рада то, что, знаешь, самый большой мой страх был уехать с Олимпиады с чувством недоделанности, с чувством того, что вот здесь вот, а вот если бы вот тут вот я бы посильнее напряглась бы, или если бы я об этом вот подумала бы не сейчас, а вот потом, и вот эти «если бы да кабы», которые бы меня, наверное, съедали бы изнутри многие годы потом. Я рада, то, что у меня нету такого чувства, и у меня сейчас внутри, я понимаю то, что я сделала максимум того, что я могу в данный момент, опять-таки, в зависимости от ситуации. Скажи мне, я прочитал в интернете, что и твоя мама, Жанна, также занималась фигурным катанием. А во сколько лет она закончила? После травмы она закончила в 15 лет. Собственно, мама — это тот человек, который привел тебя в мир фигурного катания. Ты знала, что мама летит к тебе в Корею? Да, я знала расписание ее перелетов и знала то, что на соревнованиях ее не будет, потому что это такая у нас традиция уже. Она не смотрит ни трансляции, ни тем более на трибунах не сидит, поэтому она прилетела после соревнований уже. Я просто помню, как моя мама всегда получала результаты. Она просила после любого турнира, чтобы я первым делом отправлял ей смс-ку или звонил просто коротко, какое место и все ли в порядке. Я чисто понимаю... первый, да? Да, или не чисто первый. К твоей обычной жизни, вне спорта, я знаю, что ты увлекаешься азиатской культурой. В Японии хитом стало то видео, где ты читаешь стихи из мультфильма. Ты выступала под музыку, из мультфильма Sailor Moon. Да. Что, собственно, тоже японцы, вообще азиаты очень любят. Почему именно вот такое восточное направление, как хобби, да? Почему, например, не мода Италии? Почему, например, не еда Франции, не Европа, не Северная Америка, например? Почему именно такой поворот на восток? Ну, как раз-таки ты про итальянскую еду сказал. Наверное, это все как раз-таки началось с еды. Потому что, по Москве, если ходишь, очень много суши-баров, и как-то по душе просто пришлась кухня. И, наверное, это вот первое знакомство с Японией было. Вот самая вот первая точка. А потом юниорский финал Гран-при в Японии был. Я тогда еще вообще ничего не понимала, где я нахожусь, что вообще. Ну, мне понравилось там, да, было классно.
А потом через 2 года опять я побывала в Японии, и тогда уже вот прониклась. И я человек, который любит тишину. И предпочту спокойствие какому-то кипишу. Поэтому Ну, Азия, собственно, и славится таким спокойствием. спокойствие, вот. И вне зависимости от того, что я была в огромном мегаполисе, все равно все такие спокойные были, и как-то так все улыбаются, и душевно наполняешься, что ли, и восстанавливаешься. И именно поэтому, наверное, вот такое у меня отношение к Японии. До Олимпиады в Пхёнчхане была в Корее? В Корее была, да, как раз-таки 4 года назад. Скажи мне, я вычитал в интервью, я просто не знаком вообще с творчеством этого бойс-бенда EXO, как они называются. Кто эти люди? Почему тебе нравится вот эта корейская поп-музыка? И я так понимаю, что в Корее у тебя была возможность после своих Да. уже выступлений встретиться с этой группой. Да, и на этой Олимпиаде вот исполнилась еще одна моя мечта. Я пересеклась с ребятами. Да. Я начала слушать их музыку где-то год назад. Ну, очень многие не разделяют мои нравы, я не знаю почему. То есть мама у меня вообще не понимает мои предпочтения, потому что я, когда включаю колонку с музыкой, мне из соседней комнаты прилетает опять! Мама говорит, выключи! что за помехи, да, у Да, нас? да, да. Я, когда выходила на Олимпийские игры, я всегда настраиваюсь в наушниках. То есть не меньше 2 часов я слушаю музыку. Ну, может быть, это какой-то вид медитации, не знаю. Музыка меня очень хорошо настраивает. И я переслушала все их альбомы без остановки. Вот как вот у меня в плейлисте закачаны, подряд вот, как вот один плейлист песни, следующий плейлист песни, и так вот полностью прослушала все их песни перед произвольной программой. А русское ничего не слушаешь? Нет. Только вот корейскую эту Да. группу? Да, корейская и японские песни у меня еще есть в плейлисте. Хорошо, в эпоху, когда пользуются популярностью все интернет-сети, да, мы знаем, что такое Инстаграм и многие другие. Уезжая на Олимпиаду, как я помню, да, тоже изучал интернет, у тебя было где-то 250 тысяч подписчиков. Да. Вернулась сегодня утром, я смотрел, уже 630 с чем-то тысяч. Ты следишь за тем, из каких стран люди подписываются на тебя? Вообще ты следишь за тем, что происходит, допустим, в Инстаграме? Это, наверное, странно звучит, но я вижу, как фигурное катание объединяет мир, потому что я понимаю, что все эти люди, которые на меня подписываются, они подписываются из-за чего? Из-за того, что они смотрели фигурное катание. И понятное дело, что все эти 630 тысяч человек, они не из одной страны, они со всего мира. И у меня даже в голове не укладывается, что вот представить скопление людей 630 тысяч. И они все любят фигурное катание. И я рада, что наш вид спорта набрал такую популярность. Отзывы читаешь? Комментарии? Да. Перед Олимпиадой за полгода я не выкладывала ни одной фотографии. Я в курсе, да, у меня да. не было ни одной Не было, новой да, в фотографии. ленте не появлялось. Ну вот, я не выкладывала ни одной фотографии, и в комментариях к предыдущим фотографиям я не заходила, я не читала. Ну вот, Олимпиада закончилась, и тут у меня, мне столько всего, что можно выложить. Комментарии читаешь? Комментарии читаю, да. Стараешься. Я Да, думаю, да, безусловно, да. когда у тебя 630 с чем-то тысяч подписчиков, Да, очень и сложно 23 проследить. тысячи комментариев, да, это очень сложно. Смотри, в последние годы ты набирала популярность не только в мире фигурного катания. То есть у тебя не только в России ты стала узнаваема, но и во всем мире. Как ты с этим справляешься? Потому что я знаю очень много ярких примеров того, что люди не справляются с определенной славой, которая легла на их плечи. Как в твоей жизни это происходит? Опять же, возвращаясь к этому Инстаграм, да, 250 тысяч, 600 тысяч. То есть ты понимаешь, что весь мир тебя знает. Я благодарна тому, что я как-то не придаю этому
факту неправильного значения своим родителям и воспитанию. Потому что меня всю жизнь учили быть благодарной. Я не отношусь к этому: о, 630 тысяч подписчиков, меня все знают, все, popular. Я как-то стараюсь более глубоко на это смотреть. И человек заходит на твою страничку, смотрит твои фотографии, интересуется тобой, подписывается на тебя, следит за твоими обновлениями. И ему действительно интересно, что с тобой происходит. И это не обязательно человек, который из сферы фигурного катания. И это не обязательно человек, который всей душой за тебя болеет. Потому что есть такие так называемые хейтеры, как вот тоже в соцсетях. Их везде полно. Да. И, знаешь, я так отношусь: если у тебя нету хейтеров, значит, что-то ты делаешь Твоя жизнь неправильно. не состоялась, да. Значит, что-то пошло не так, нужно переосмыслить. И я просто благодарна тем людям, которые на меня подписаны в Инстаграме, за тем, что им интересна жизнь девочки Жени Медведевой. Как раз вот девочка Женя Медведева, но уже, собственно, юная красавица, девушка. Можешь не отвечать на этот вопрос? Есть ли какие-то симпатии в жизни, да, к кому-то определенному человеку? Без имен. Я не отвечаю на такие вопросы. Хорошо. Тогда Олимпиада закончилась. Впереди чемпионат мира. Понятно, что вы будете принимать решение о том, как дальше быть. Но вопрос существует. Ты готова еще 4-летие работать до следующей Олимпиады, которая пройдет в Пекине? Я не то что готова, это моя цель. Есть ли какие-то уже задумки по тому, как строить, может быть, тренировочный процесс? Я слышал, поскольку все-таки я человек уже семейный, немножко отдаляясь от мира фигурного катания, но я слышал о том, что будут меняться правила в фигурном катании, да. Можешь немножко вкратце рассказать об этих изменениях и, может быть, о задумках, которые уже у тебя есть? Может быть, какая-то еще мечта, которую ты собираешься воплотить? Как я слышала, система будет достаточно сильно меняться. Я лучше сейчас ничего не буду говорить, потому что это может быть дезинформация. Сейчас главная моя цель — это усложниться. Усложниться технически. Да, потому что, прости, что перебиваю, но, опять же, слухи дошли до меня, что девочки уже выполняют и какие-то четверные прыжки. Да. А у меня еще с тройными не самый сложный набор, поэтому усложняться есть куда, и сейчас для меня это самая главная цель. Слушай, ну это здорово. Мне кажется, вообще отличительная черта русского человека — терпеть, работать и побеждать. И, безусловно, в тебе это есть. Надо терпеть. Надо терпеть. Мы видели это и полгода назад, когда случилась травма, когда ты была вынуждена пропустить несколько турниров, но потом, как ты боролась на чемпионате Европы. Вновь я тебя хочу поздравить лично Спасибо. от себя за чистейшее катание, выступление на этой Олимпиаде. Спасибо. Сейчас у тебя есть возможность обратиться, наверное, к тем зрителям, тем людям, которые переживали за тебя, всячески и молились, и хотели, чтобы ты победила. У тебя есть возможность обратиться сейчас через камеру к этим людям. Так, сюда, да? Да. Так. Обычно я очень много слов говорю, но сейчас скажу короткой фразой. Ваша поддержка помогла мне справиться с собой на этой Олимпиаде. Спасибо вам большое.